Всем привет, я Макс Саба, вы на канале Game Time. Давно не виделись. Ваша любимая рубрика Demo Time. Ролики сейчас будут выходить с большей частотой и периодичностью. Давайте сразу приступим к просмотру. Как вы уже поняли по названию, это Донг. Да, он у нас на канале появляется часто, ну а что я могу сделать? Во-первых, вам он нравится, во-вторых, это лучший игрок в мире. Снимаю этот ролик за день до финала мажора. Донг в нереальной форме, у него 1.40, 1.50 рейтинга. Я не мог не пройти мимо. 3 Миража, в прошлый раз мы тоже смотрели Мираж. Что изменилось за год? В целом он стал еще сильнее, еще страшнее. Вот что изменилось. Никакие фиксы, ни обновы, ни оптимизации Counter-Strike 2 никак не повлияли на него. Он все так же хорош. Начнем. Это мажор. У нас спириты против Нави. Лучшая команда в мире против них. Смотрим. А закидка классическая. Дождались, пока упали смоки. Вышли под флешку. Донг проверяет по какой-то фич на микре. Как раз Нави разбили. Проверили. 5-4. Кажется, скорее всего, что это ситуация теров. Потому что о бите нет информации. Он на КТ крысил и не давала себе никакой инфы, как будто это ретейк. Ну, не тут-то было. Не тут-то было, дамы и господа. Минус 3, прошло 3 секунды, 3 человека упали. Ну и Алексей, вот смотрите, да, что изменилось, как по мне. Он его заспотал, 3 в 1. Старый Донг просто набежал бы на него. Новый Донг запрыгивает и играет на раунд. Дал себе и тиммейтам поиграть и пикнул, но уже в более неподходящий тайминг словил его прыгающим. Да, начало обещает нам приятное времяпровождение, сумасшедшие хедшоты. Признаюсь честно, когда смотрю, тоже кажется, что легко, но я как человек, который играет в эту игру всю жизнь, скажу вам откровенно, это вообще нелегко. Как я не стараюсь, я не могу повторить как бы и 50% его микры. Бэйхит, он всегда первый, когда у тебя выходит Донг первый, то в целом любой хит хорош. Уже минус 1, минус 2, зарелоудился. А я перехитрил его здесь, да. Поем вот такой смог. И в этот смог, я так понимаю, можно пикать. Этот смог не видно из-за белого. Поем хорошая фишечка, можно запомнить нам с вами. То есть кидаете в этот угол. И я так понимаю, и вы можете и отсюда пикать по ближней. И по дальней, смоке. Вот так. Тут Донка перехитрили. Он взорвал, как бы проверил. Хоть и было слышно топот, но... Минус Донг. Следующий раунд, калаш, хае. Флешки Донг не покупает, все правильно. Накидывать он не собирается. Флешка. Мэгикс отпикивает. Вышел, все четко. Дал флешку Мэгиксу, чтобы Мэгикс отогнал Б. Вдруг там пистолет прыгает, дает информацию, что, ну, прыгает на смоке и грамотно работает. Мэгикс отогнал его. Они вернулись на мидл, то есть отбили карту и пошли. И пошли классические спиритовские антифорс. Это пойти по Парычу. Леня будет находить сейчас на стак, и они будут в ЗЕ стоять по ситуации. Донг пикается, никого не видит и просто бежит. Никого нет. Он тут на самом деле уверенно все делает. Страшная моделька. Смотрите, видите, распикивает через бордюр все. Ну, Алексей перехитрил. Тем, что первую пулю дал. Следующий раунд. Просто дают молик. А Тандер вообще не переживают никак. То есть, это классическая под флешку Move Jerry, мы это называли в своей команде. От него не играют, сразу пробивают Тандер, он идет. Второй молик. Мидл занимался под 3 смока. Все, мид занялся, у Лени смог и у Донга смог. Мэгикс подловил. Мне интересно, все-таки есть во мне капитанская вот эта тема. Как Мэгикс может подловить здесь Вандерфула? Мэгикс выходил на прыгающего Алекси в щель, а Вандерфул с своего экрана вот так это выглядело. Мэгикс, конечно, идеально. Повезло Вандерфулу, что Вандерфул был не прям в фокусе. Окей, 2 смока, пробился кон. Смотрите, да, Б-сплит. Раз. Чаш идет на шифте, это Б-сплит будет. Тут он вышел, и вышел конкретно против Авика, который может стоять слева, четко на него, по ближней. Ползет по левой, тут видите, это база. Сколько я сейчас не играю, люди почему-то по правой ползут. Но когда по правой ползете, во-первых, легче отпикать, во-вторых, вам тяжелее убить человека. Ползите по левой, потом направо стрифите. Тут драка в миде, спалили и перебив через топ-мид. 2 смока и по парочку контактам пойдут. Леня все грамотно сделал. Интересно было. Донг упал вниз. Бэсплит идет. Ну и перестреливает я. Вот она хаешка в тайминг. Начекал. Ну все, бит тут труп. Невозможно. Невозможно это тут было. Тайминговая хае и прыжком чек. Ну это хороший мув, можете запомнить. Похоже что-то на Акселя, когда мы смотрели с вами пару лет назад. Ну и бит понимает, что тут безысходка. Убивает Донг спокойненько. Ползут 2 андер. Не бустаются в мидл. Леня пробивает. Алекси on fire на этой игре был. Без шансов. И я закидка. 2 смока. Бит заткнул ашку. Это у нас новый смог на КТ, ребята. Пожалуйста, выучите, а то вы что-то...
решили не идти в закидку, но тут в целом люди и ожидали. Мид перебили и ждут Витя. Если бы сейчас вошли, то пошли бы на троих. Вышли мид, дропнул смог и стянулись на А с люркером в андере. Будут выползать. Донку дали, выползает на контроле. Нет, Леня все равно первый выходит. Контроль тикет, дали хае. Прострелили тупу. Всегда, когда выходите, это базовое правило во всех командах, простреливать по пару пуль. Игрок с ковров должен услышать, если тут игрок, либо кровь будет на стене. Запрыгать наверх. Умно нет. Игрок до сих пор на КТ. Сейчас новый метовый набор, ребят, это смог 5 и молик головы. Сейчас все команды бросают его. Первые начали фурия кидать, и потом фейзы. Все, короче, G2, все этот смог дают сейчас. 10 секунд. Успел. Ну, как все на тоненького решилось, если честно. Вроде 5-4, 15 секунд, люди живут, пятеро, этот мертвым люрком играет, зонтик разменивает дефолт, и тут надо быстро сообразить, что происходит. И вот это у того парня хватает соображалки, чтобы понять и проанализировать все, что происходит. Алекси снес, КТ убил, головы, таймер посчитал, поставил бомбу. 1 в 1 против GL. И тот знают друг о друге. И классический, нет, не классический переход. Вообще, беспроигрышная ситуация это идти за тикеты, потому что игрок, ну, не ждет никогда тикет. Он ждет всегда вот здесь. Донк решил, вот, и интересно. Ой-ой-ой, GL, важный раунд. В целом Донк сделал все круто, по идее. Не убил просто. Тифус, понимает, что GL ползет на него. И вот только идеально на GL он вышел. Он идеально вышел. Просто видите, GL встал. И из-за этого пуля в голову не залетела. Теперь смотрим GL экран. Смотрите, да? Все, он знает, что Донк справа. Нашил вот этот угол. Пиканул и идет отпикивать отправа. Встал, да, и убил. Ковры. Идет первый тайминг, то есть отпикивает по базе за второй колонной этого снайпера. Самая лучшая микра, как отпикать. То есть ты заранее модельку увидишь, которая здесь стоит, если он на тебя изначально не смотрит. И у Авика здесь дилемма. Либо смотреть даль, либо смотреть сюда и фликовать даль. Либо, ну, даль смотреть вот так. И тогда ты отпикиваешь спокойно. Либо смотреть сюда и фликовать. И тут уже в зоне рандома. Ну, Авики в коврах это редкость, поэтому вот. Уровень прицела сразу смотрите на хедшоте. Дошел до угла, прилетел смог. Идет А-сплит. Ну, в целом команда разобралась без него. Могут, видите, как. Команда Spirit это сильная команда, да. Кто думает, что один Донк тащит, нет. Бывают раунды, когда, видите, Донк просто падает, его разменивают и защищают. Поэтому на контроле ползает, кстати. В голову убил. Дал Амоликандр. Тут опять антифорс. Смотрит запрыг на забор. Вот такая флешка у нас. Для того, чтобы с андера выйти. Давайте еще, чтобы вы запомнили. Это важная флешечка. Вот такая она, да? Идет контроль карты, люди не спешат. То есть у спиритов фастовые раунды были только антифорсы на Б за эту половину. Видите, как по дальней стенке он чекает, все не по ближней. То есть надо вам запомнить тоже. Шира открыл. МКГЛ убил. 2 фри-фрага. Без шансов заспрейл. Флешка опять. Дочекал. Видите, как пропрыгнул от Авика. То есть, когда он до этого шел в андер, он либо сразу это делал, а тут он решил опять от андера сыграть. Уже есть тайминг того, что Авик бустанулся и контролит его нагло. И он прыгает. Этот Авика законтролил его, никого не увидел и отпикивает спокойно. Тут интересная микра. Опять на широком вышел по дальней. Дочекал. БРК, да нет, ползет. Убили Мэгикса, это Б игрок, и Леня ведет игроков в Б точку, потому что обычно Мэгикс контролит Б, тут его спалился один, если не хотели пойти на, и вот он повел на Б, тут смог, и решили, и Леня понимает, что если они не пойдут в этот смог, то и большой шанс, что на двоих пойдут, но они в любом случае пошли на двоих. Да, хороший кол. Пистолетный раунд, 2 элиток, тут раунд на Б идет. Убил раз, элиток. Видите, АД. 2 убил. То есть где-то мы с вами это еще увидим, эту микру. Смотрите, когда он убивает первого, когда он выбегает и стреляется с 90, он всегда выбегает по дальней стенке. Видите? Он выбегает вот так к дальней стенке, и за счет этого его тяжелее убить с форс. Да, отсюда его можно убить, но отсюда тяжело. Надо будет выходить прям нагло, и моделька, ну, понял. Убил здесь, то есть даже если он когда запрыгнул, вот когда он запрыгнул, его вообще не видно. То есть даже отсюда его не убить. Берет М-ку. Кстати, команда Spirit играет, видите, все с 30-ками. Абсолютно все, подавляющее большинство с 30-ками. Решает проверить мидл люркера. Люркер нет, максимум смокун, скорее всего дочекает. Нет, забил. Андерпас есть вариант, дочекал андерпас, 5-2, тут уже разобрались, а закидка была. Ну и классический фраг, Донка. Идет по дальней здесь всегда, чтобы не было никакой тени, видите, как тут всегда есть тень, если ты идешь по средней и так далее, большой шанс, что тебя могут убить. 12-2, дали смокон, и что он на это делает? Тайминг разбивает, а тут зонд выкатил смок Парыч, пусто окно.
Окей, первая игра подошла к концу. Дальше у нас Херойки. Смотрим за КТ. Это все мейджор игры, самый свежак. Тут у нас Б разводится на гранаты. Дек стреляет по Парычу. Такая микра здесь на контроле. Если не хочешь стреляться с кона, нажимает Ctrl. Ползет по дальней. Встал в энгле. Увидел кон. Кон справа сейчас транслируется информация. Инста убил типа. Дочекал окно. Еще знает, что в коне ничего. Ну это сумасшедшая наводка. Эта игра только началась. Это первая карта вроде. И человек с такой горячей рукой заходит на сервер, конечно, с ума сойти. То есть он увидел кон, увидел, дал пулю, сразу переключился на окно, вдруг там буст. Увидел, потому что он бы не смог увидеть справа окно, когда он смотрел кон. Ну все, 5-2. Ну тут не убил в бок, уже спреев не пошел. Идет в кон, сразу смог не дает, чуть выигрывает время. Там Зига вышел, дал позже, выходит просто и заходит. Пока сильно не агрессирует. Героики зафорсили, Чоппер стал на между, и вот так он стоит, смотрите. И вот у него здесь такая тема есть, что он очень любит часто здесь топать. То есть когда он уже спалился, либо в клатчах, без шансов убил Жуша. Все, о нем есть информация. Он с Галилом. Единственный, смотрите, выходит. И сразу с пулю падает. Это ненормально. Пулю упал. И когда его спалили, видите, он начинает топать, потому что уже о нем информация есть. И нет смысла ему шифтить, как он до этого делал. И он тут просто набегает, и все. Убил этого, все. Взял калик. Выбежал на широком. Да, по идее, Декстер, если попадал по нему, то он бы падал. Но вот эту дуэль он всегда берет, он в нее верит, неважно против кого. Тут на широком поближней. Да, то есть он даже не прямо на широком выбежал, а он как только пробежал, увидел модельку, начал стрелять сразу. Налево стрейф и до спрейл идеально. Эко. Всегда идет в кон, играет прям А, Б, С, ничего не придумывает. Тут понимает, что преимущество есть. Даже хай не тратит, все остается. Видите, буквально год назад он проигрывал чемпионаты, даже когда Андер запикивал просто так. Там сидели, ползли. Сейчас он это делает под флешку. Ну, кто помнит, тот помнит, ребят, да. Раньше он нагло прям запикивал. Сейчас он стоит, смог миссанули, смог в кон, второй смог, Шира дропнул и Владер играет. Проверил мидл таким пару выстрелов. Если вы играете в окне, то нет смысла долго нашивать, вы тоже сами понимаете, вас будут нашивать. В ответ пару выстрелов на инфу, понять сколько вышло, это всегда важный фраг. Стал сразу направо. Тут невозможно было ничего сделать. Опять А, Б, С. Бежит окно, стрейфит головам, дал смог ковры. И, я так понимаю, Леня будет играть 2 раза под смог ковры на борту. А тут драка в миде. Специально не потушил кон, ничего не выкатывал, чтобы вот такие дуэли брать. Зига тоже идет, отпикивается, но не прям без палева. Получается, Шира скинул молик за белый и стянулся на Б. Классическая фейсит драка, дал молик, эти пошли отпикивать. Тут уже чел на дороге, поэтому все, план отменяется. Донг мог, конечно, с ним взять дуэль, но агрессивно он не стал. Это с ума сойти, это очень тяжелый фраг, это очень неприятный фраг. Нерц его переиграл по макро, ну не по макро, по ситуации. То есть он был, Донг спалился спреем, уже пошел у него там 5-я или 6-я пуля спрея. Нерц знает, что он стреляет, а его не ждут. У Нерца калик, у него эмка, но все равно Донг выиграет этот дуэль. То есть, понимаете, насколько важно быть жестким, потому что ты нивелируешь все свои ошибки в таймингах, в проебках тем, что ты просто сносишь пули. И не сказать, чтобы у Нерца вообще был шанс. Мне кажется, его спасал только инста-хедшот, но и то там его было тяжело, наверное, дать. Ну, то есть, вы понимаете, как это выглядит со стороны? Это просто ужас. Таких моментов нету Монеса, чтобы вы понимали. Это лучший рифл планеты. Ну и лучший игрок, соответственно, скорее всего, я не знаю, это что-то с чем-то. Может, это везет ему, да, так каждый раз за разом, но нет, это не везет. Просто человек чувствует игру на другом уровне, и я сам уже мне надоело нализывать очко ему, но, блин, я реально восхищаюсь. Я реально восхищаюсь, потому что я понимаю, насколько это тяжелые все фраги, ситуации. Я восхищаюсь его талантом. Ну, против этого ничего никогда нельзя сделать, фок убили. То есть буквально инсейн за инсейном. Тут эко, да, дигл, есть армор. Конечно, он даст фраг. Дигл, армор. Смотрите, о нем знают. Он за искру, у него дигл, 2 калика, контролят его. Все равно банка залетает, типа. Зонтик слышит, что люди стягиваются. Дон знает, что игрок в Зиге, он его прочекал. Не знаю, Тесса знает, не знает, но Донг уже понимает, что люди идут на перетяжки. И здесь он не шифтит, ничего, берет калик, сразу бежит сюда в Зиг срезать, потому что Тесс, скорее всего, уже прошел. И он играет от этого. Все, они в Б-доме. Зонтикс догнал Жуша. Они уже пробегают, выход Б, и тут ключевая. Ну, я не верю, что он даст 2 фрага 100%. Один еще как-то на неждан в бок. По-хорошему, отсюда он не должен убивать. Это моя ставка. У него еще 5 пуль. Нет, тут даже одного фрага тяжело будет найти. Да, сейф. Ну, я также фейлю смог иногда. Кто на моих стримах бывает, понимает. Либо это не фейл смог, а может я тоже не фейлю. Потому что вот как будто он по лайнапу дал этот смог. Но на деле я хочу еще раз увидеть такой же смог, он дает не такой. То есть тут чел может поближнее выйти. Ну, блин, Нерц просто досмыл его, да. Вот ситуация. Раз хае, молик на выход. Хае Зиги.
Ну да, по идее, индивидуалка на индивидуалку. Сначала тот неправ получает в лицо, потом этот неправ получает в лицо. Смысл тогда вообще правильные мувы делать и думать об игре, если надо просто носить. Опять идет в кон на головы, смотрит на дальнюю стенку, ребят, потому что если люди выйдут под центрально либо ближнее, то будет тень, и он сможет перевести, а по дальней тени нет, поэтому вот так, я думаю, он это делает. Отпрыгнул от авика, дал смог базовый, тут астак, смотрит буст, уходит на Б, тут идет зажим. Не угадал, 3 в 2, а Шира тут нереально хедшот попал, ноузуму. Без шансов. Взял калик, бомба у него в КТ. То есть, смотрите, даже здесь вот он стоит, запикивает. Сразу инстапуля. Декстера не было шансов. То есть он прибежал, взял калик, убил первого. Ну да, он остановился и сразу его смыло. Второй дебют у него. Первый дебют это он сюда идет, дает смог, там играет, какие-то типа темы делает. Вторая это падает окно, дает молик забил, разбивает. Ну тут нерс не считают. Нерс переиграл Донка, то есть разбили. И сразу после первого ревила он пробежал именно. Если бы он шел на шифте, то не успел бы. Тут как раз две залетела. Флешка. Ну его разменяли, потому что смока в окне не было. У Донка рез, калик. Ему дропают калик, ребят, чтобы вы понимали. Ну, против антифорза идет сюда и запикивается с игроками. Так играет. По дальней, на средней. Бил хаешкой, дал ее не в первый тайминг, а во второй. Запикал просто, потому что яму вышли, проверил, никого нет. И еще раз проверил. То есть в миде, когда он остается, он не сразу стягивается на малейший звук. Как, например, раньше мне казалось, он всегда так делал. Малейшая инфа на А, он просто бежал и баратрумил. Сейчас он дочекивает люркеров, чтобы там не фаниться. То есть, смотрите, он прочекал, никого нет. И понимает, что, скорее всего, чел мог быть либо здесь, либо здесь. Он типа фейк-инфу дал его и обманул тем самым Декстера. То есть, да. Четко нажал клавиши, то есть так в идеале всегда надо делать, ребят. В моей голове я тоже так хочу, я бы тоже так сделал, но нажал бы ли я, это вопрос. Потому что ты прыгаешь с каликом, он начинает стрелять в землю, чтобы не было слышно, как он упадет на Тетрис. И, ну, на самом деле, про игроки все знают, но тяжело это исполнить. И тут прыжок, чтобы Тесос не попал ему одну, и типа, ну, вы поняли, одну в голову, да, потому что он приземляется, замедляется. На бумаге легко, на деле перепрыгнуть без калика с голов на Тетрис. Разбивает ладер. Не, это рандомный смог у него. Хаеза белый, молик промазал, там на геймсенсе бросается эти гранаты. Флешка вандер, чтобы напугать, не напугать. И Шира встал в коне после первого смока, а Донк ему контролит. Шира, я так понимаю, увидел здесь игрока. Ну, либо походу, да. Ну, ребят, ладно, первая дуэль была в сторону Донка. Вторая дуэль, наверное, тоже была в сторону Донка, потому что он понимает, что снизу не будет, только сверху, набегу на верхнюю, а тут люди, модельки ползут на контрле. То есть тут базовая. 50 хп Нерц, да, с каликом. Но Нерца был шанс, то есть он попал одну пулю, но не в голову. А Донк попал в голову. Потом он понимает, что только сверху, разгоняется, но разгоняется не сильно. Видите как? Он разгоняется не просто выбегает на широком Донка, а он выбегает на широком на определенные споты. Это важно. То есть просто пробегать нет смысла, потому что если ты вовремя не остановишься, то тебя заспреет, тебя замедлят, тебя заспреет. Но если ты выбегаешь на определенные споты и моделька там, это залог успеха. Это ключевая, ребят. Убил первого и сразу выжил. То есть он зарекаверил все преимущество, если правильно так можно выражаться. Понимает, что Зига может быть. Тут бэсплит. Смотрите, когда он хотел еще в смоке запрыгнуть в ладер. И практически ему удалось это. Понимает, что там плохой бай. С ямы не пикается. Хотя раньше, год назад, всегда это делал. Проверял бесплатно. Все равно, видите как, чем более ты неопытный, тем больше непошансовых вещей на уверенность ты делаешь. Сейчас это абсолютно другой игрок. Это абсолютно, ну, в моих глазах, это зрелый, очень спрогрессировавший человек. Потому что непошансовых вещей уже нет. Максимально четкая, умная, продуманная игра с инсейнами. Я даже не знаю, где-то он ошибся. В прошлых демках я это видел, может не озвучил, но здесь количество ошибок минимальное. Тут, конечно, они всей толпой бегут на Б раунд, но это уже не он опорника, это уже Леня на мейнгеймсе своем. Так, понимает, что это был фейк, буст окно может быть. Не берет риск, не идет туда, дает молик направо, вдруг чилы зашли в джангл, там чил не говорит, и на КТ. И вот сейчас дилемма, которая бывает у большинства игроков. Ты понимаешь, что люди уже могут ходить под А, но ты и понимаешь, что если ты с КТ фрагов не дашь, то, скорее всего, ты проиграл. Что же будет делать команда Spirit? Правильно.
Леня пробивает потому что если здесь есть игроки, надо затрейдиться и замедлить заход, чтобы эти игроки могли перетянуться. Если здесь игроков нет, то Леня займет хороший спот, и они встанут в свой дефолт. Это ключевая тоже, запомните эту тему. Донг взял ему ковры, на АДшках, никогда не встает. Леня прошел, интересно, кон зачекает, либо сыграет по Лене. Леня стреляется, играет по Лене. В открытую сидит, яма нет никого. Ну и Куксан убил. Так, тут у нас пистолетка. Леня будет фейковать в соло ашку, а они под АТБ выйдут, да? Они в прошлый раз против Нави они кинули 2 смока, вышли А. В этот раз они кидают 2 смока, идут Б. Такая линия пистолетная. Дон всегда первый. Ну тут Куксан в щель прыгает, наверное, ему кинут молик в лицо. Если честно, Куксан... Ну да, все четко сделал, тут было тяжело. Сейчас это метовая тема, ребят, поэтому их отгоняют. Либо надо сейвить смог, чтобы тушить, что-то такое. Ну, тут турелька в андере, наверное, никто не придет. Все-таки это мейджор. Опять Куксан, смотрите, с моликом прыгает. Побежали, дал молик в борт. И пикает падающих в окна. Хороший Куксан, конечно, игрок. Ничего не скажешь. Что же сделают Спирит? 2 смока на миде, база, там запушилась яма. И 4 в 5. Уже они понимают, что надо что-то делать, где-то что-то агрессивничать. Донг дочекал игрока, который мог стоять в смоке. Дочекивает буст, его нет, выпуклый смок. Обновляется. Там Леня промажет смоком. Молик в зиг. Да, это Ленин смок. Не рискует Донг, не проходит ладер, падает вниз. Ну и Нерц на звук понимает, где находится моделька. Упала и на неждан его врубает. Хорошо двигался, то есть да, даже вот за Нерцем посмотреть. Хороший игрок, на самом деле он за счет индивидуалки дает отпор Донг. То есть он не боится, берет с ним дуэли, неважно какой у него счет. То есть смог прошел, Нерц стреляется, нажимает Ctrl, встает. Окей, бай раунд, не бай раунд, семи-бай. Дигл, Леня бежит андер, Донг за ним. Леня наводит суету, Тесс контролит запрыг на лавку и Донг просил Тесс его. Хотя я не уверен, если честно. Я не понял, как это произошло. Вроде Донг по фишечной микре запрыгнул. Видите? Я понял, что произошло. Смотрите, Донг запрыгнул на нижнюю лавку, чтобы его не видел Тессес. Ну, это я эту микру... Ради нее, на самом деле, мы собрали здесь. Это старая микра, которую с Екиндер мы с Мариком обсуждали еще года 3 назад, может даже 4. Но мы на нее не обращали внимания, когда смотрели старые демки. Смотрите, он запрыгивает на нижнюю часть лавки, и за счет этого игрок с этого спота не видит. То есть обычно люди запрыгивают на верхнюю часть, и ты отсюда с этого спота сразу видишь хедшот и убиваешь, особенно с каликом. Но в этот раз, когда ты запрыгиваешь на нижнюю, то тебя не видно, и ты можешь спокойно разогнаться на этот спот. Тут головка меньше, но если бы у Донка был калик, он бы убил 100%. С дигла, видите, как не засчитала ему. Окей, отличительная черта, да, в прошлой игре они начинали за Т, у них был сноубол, много раундов, большая экономика. Здесь в андере он чувствовал себя развязанно, бегал, прыгал. Сейчас 8-8, хероики камбэкнули, 4 раунда. А у Донга хоть и идет игра, но раунд важный. Что же будет делать Донг в зоне своей? Он дает флеш, и ничего не меняется, ребята, он также падает, не играет того, что люди побегут, распикивает, и по дальнему выбегает на широком, да, и по дальнему на широком, да, то есть, здесь в андере ты можешь либо начекивать плечиком, чтобы чекать снайпера, да, который контролит тебя, либо выбегать на широком. Выбегать на широком оптимальнее, конечно, легче и проще, но вроде как он здесь топает, и его слышно. Но он уже флешку кинул, наверное, это лишено смысла. Отсюда как моделька будет выглядеть? Ну да, это тяжелая моделька. Тут надо смотреть на дальнего. Ползет. Фонится за то, что Б могли поджать, потому что хероики любят поджимать. ТСС в команде. Чекает спину. Когда чекает спину, смог в окне. На ультрафоне за спину. Да, просто так же носится. Сейв, да, будет? Наверное, вряд ли Дон с Авиком куда-то пойдет. И тут бы Дон поджался. Декстер тут словил мистайминг. Заползает кон с люркером на Б. Ой, жуж, нереально попал. Тут тоже, да. Если Донку дают с одной, то только так можно бить. Пока фейла в стрельбе я не видел. Интересно, они будут за эти 3D? Хотя бы раз он зафейлит в стрельбе, пока Молик бежит. Все, добежал. Дальше не идет. Чел на заборе, может быть. Вот так вот он его наспотал. Хоть и Леня и за белым, игрок все равно, если играет того, что он не прошел, чекает здесь, и Донок выживает, потому что модельки выходят не полностью. Насколько он в фокусе в этом моменте, я не знаю. Наверное, может быть это продумано, может нет. Скорее всего, он не ожидал здесь игрока. И то, что Тесс стоит не в стандартном углу, он типа выжил. Понимает, что Тесс упал, и он сразу выбежал на дорогу. Ладер. И вот здесь 50 хп на Нерца. 1 в 1 такая же дуэль у них была в первой половине игры. Возьмет ли ее Донг? Потому что Нерц брал, ему было похуй. Но он хотел взять ее под флешку, по идее он перехитрил Нерца, но Леня миссанул флеш. Интересно, он донковскую кинул? Он забыл лайнап и из-за этого кинул ручную. Да, она не долетела чуть-чуть прям. Все, бабок нет. Засейвленные ганы, дропают калик, донку.
Он дропает Галил Лене. Ну, у Донка всегда калик, если вы, как вы могли заметить. И пошел быстрый раунд в миде. Нерс on fire. Исчез за КТ сторону. Просто переломил ход встречи своими дуэлями, агрессивными действиями. Донк успел 2 фрага дать. Ну, то есть, тут была агрессия в миду. В целом, они читали Донка, просто он словил тайминг, я так понимаю. Он не палился, прилетела еще одна ходя. Видите, из-за того, что смог, Нерс не увидел, тут повезло на самом деле. То есть, он буквально 2 секунды потерял, и Донк сразу зашел за ним. Ну, Коксан просто подарком, кэшбэком упал. В старых играх он часто был в яме и яму рвал. Сейчас Спирит от этого отошли, больше играют каких-то сплитов, где Донк заходит кон, идет вторым парыч. Такой смог, ребят, тоже можете запомнить. Смоки поменяли сейчас. И смог закон в заклетит. Раньше надо было в антенку кидать, сейчас вот он такой. То есть кинули 2 смока, есть конец смоков, выбегают под смок закон. Декстер все это время контролил андер. И дуэль с Тессом, который просто сидит. Который просто сидел. Вот Декстер контролит его. На самом деле тяжелый фраг. И вот так Тесс сидит. Не фонится от того, что Донк выйдет справа, чисто смотрит лево. Дал 2 пули. И доспрейл потом. Мерзко убил его. Флешка. Ну, если будете кто-то играть, там, я не знаю, Керриган завтра, можно Донка подловить. Просто кидайте флешку в лицо, доджите, и вы по-любому убьете. Потому что никто не трейдит. Ну, так, это так чисто мой совет. Можете, конечно, не пользоваться, вам виднее. Он уже под окном, выбежал. Опять Тессес там. Буст классический. Тут, конечно, экшена много в андере. Надо и от ладера, окна, зиги, конов, всего играть, крутиться, понимать, что происходит. Стяжка в яму. Ну, тут уже 5-2. Тут уже 5-2, но какие уже тут 5-2, если Донк живой, 1 в 5. Хайлайт турнира, ребят. Вот мы и дошли до него. Моя реакция, я не знаю, наверное, все ждали. Я сам уже даже забыл, из памяти у меня вылетело, что это было вообще на этом турнире. Смотрим, анализируем. Первый фраг. Вроде база, а вроде из пули убил. Ну, разменял, окей. Дальше. Пробегает. Знает, что гол учил Нерц всю игру. Оверпикал и так далее. Но 4 в 1 он решил сыграть сейвово. Не стал с ним брать дуэль. Все. По Декстру играет. Донк пробегает Декстра. Декстр миссает. Интересно, как с его экрана это было. Правильно? Все, Донк в яме. Ну, он взял на короткий в первом зуме, да. Донк показал тушку и пробежал. Окей. Это я даже не знаю, как комментировать. Что-то с его повки как будто прям без шансов. Первый, ладно, промазал. Но второй, он нацелился во второй зум. Ну, опять поставил на короткий, и Донк из-за этого убил. Но вы видели, как Донк вышел идеально. Показался, увидел даже модельку. Но это так, это невозможно его заметить. Убил Нерца, который не выдержал на самом деле. Ну, первый, кто ошибся, здесь Нерц. Тут нельзя было выбегать. Все, он взял дуэль. Классическую против ямы. Это, конечно, очень тонкая дуэль. Нерц в целом всю игру брал, он его не боится, типа, потому что все дуэли он против него брал. Даже винрейт у Нерца где-то побольше за всю эту половину. Вот тут идеально с пули. Это то, о чем я говорим. Помните? Главное не пробегать, а выбегать на широком на модельку. То есть, смотрите, он сам словил Нерца, который выбежал на широком, потому что грамотно поставил прицел. Сразу убежал. Сразу выбежал на Декстера через вот эту тему, то что моделька мерзко вылетела. То есть, если вы выбегаете на искру, то выбегайте по вот этой траектории, не поближе, не по такой по средней, по максимально возможно дальней, чтобы моделька прям вылетела. Ну и далее уже, ну, в целом базовые фраги. Хайлайт зову, конечно, посерьезнее, но я это на стримах говорил, мы сравнивали с чатом. Но все равно достойная игра от лучшего игрока в мире. На мой взгляд, если честно, он лучший игрок в мире. 2024 год, это год за Донк. Такого перформанса ни один игрок за всю историю КС, мне кажется, не выдавал, как выдал он. А закидка, ну тут яму поджали, его убили. Игра проиграна, правильно? Игра проиграна. Давайте в ускоренной версии, маус посмотрим. Боепистик. 3 в 5. Это у нас игра полуфинал, ребят. 3 в 5. Джим Хат занял спот с фейситы на неждан. Интересно, его прочекает Донк? Серьезно, он прочекал. Ну как это возможно? Как это возможно, я не понимаю. Он просто в зоне какой-то. А он открывался на плент, открылся на форест, открылся на плент. Решил дочекать. Увидел, убил. Понял, что на форесте чел. Что, о чем я говорил, видите? Пошел опять по дальней стенке, убил этого игрока. Понимает, что игрок на форесте, убил его, пробежал, дочекал, убил Ксершина и понимает, что Бэдом 4 пули осталось у него. 2 пули. 1 пуля. Ну тут
Не повезло просто с пулями. Ну, если, прикиньте, Леня бы дропнул ему юз. 2 патрона! Я дропнул юз! Это было бы с ума сойти. Окей, Фамас, форсят. Донг Влад. Нет, подсадил Владер. Ну, играет свою базу в стороне джангла. Леня нас заспреяла. Убила Шира. Донг заткнул кон. И Ксершин его убил. Разбивает лазер игроку, чтобы зонтик запрыгнул. Дал свой смог. Вот этот смог он фейлит, я вот не могу понять. Либо это специально, ну как будто он, ну он фейлит его, да. Сьюхи уже на дороге. Прошел, он его увидел вроде. Поставил на прицел, вы видите, да? Я вот, да, это открытие для меня, что он не пробегает, он набегает на модельку. То есть он увидел Сьюхи, видите, он увидел его. И вот прям на него резко, то что он его сразу с первого убьет. Тут выжил. У Лёни уже 20 хп. Ну за что? Совершенно в окне. Ну и Донг, видите, тут топает, набегает. Тут не шифтит. Ладер может быть. Тут спирит рандомит ата. Тут он, вот тут 13 пуль. Смог ковры дали, и он решил набегать на кон. Убил первого, 5 пуль. Только в лицо надо. Хватило пуль. Важные фраги. Ну, Джимхат тоже талант. Вообще, опять вернул преимущество из ничего. 2 игрока упали. Набежал на торсе. Ксершин боится. Заспрейл его, взял М-ку, увидел типа, сразу начинает спреять, не целится. Вот у него есть такая тема, он не целится по 5 секунд, он просто на чувстве начинает спреять и доводит мышкой. Набегает, доводит мышкой, то есть он убивает здесь, берет сразу М-ку. И вот видите, он пострелял 2 пули в ковры, просто на звук там начал стрелять, 3-ю пулю, и это у него уже идет 4-я, 5-я в лицо. Это то, к чему я где-то стремлюсь, чтобы я не думал, когда стреляю. Типа, ты думаешь о том, как набежать на игрока, но не думаешь, как стреляешь. Ты даже не думаешь, как ставишь прицел, ты уже понимаешь мгновенно, как его надо ставить. Вот тут тоже он просто набегает. Да, типа, Торси Джимхат, если бы одну не дал бы ему, он бы его тоже убил. Дает смог. Вот тут Сьюхи, секундочку, да, ну Сьюхи решил разбегаться на мажоре. Чуть-чуть флешки не хватило, но тут спириты решили подраться в миду. Вот так, видите, как прочекал? Видите, прикольно. Прочекал вот этим стрейфом. Вот видите, он вот так прибежал за ящик, за таз, я не знаю, как называется это у всех. Увидел, что смог есть на стоп-миде. За счет этого он может вот так пробежать. Ну и все, встает в энгл и берет дуэль, потому что понимает, что там пробивается андер. Да-да-да, андер пробился, бомба на топ-миде, все, он за белым. Ну, дальше стоит просто на стрейфе. Так, ну против пистолетов он смог он не дает, чтобы пространство не давать. Не пускает их налево, обновляется смог ковры. Тут хит. И по базе со стенки начинает пикать. Первый убил. Ну, обидный раунд, на самом деле, проиграли. Ну, там видели, как Мауза спрятались от него, да не дали ему дуэли. Идем дальше. О, нестандартный мув от Донка. Из-за того, что, во-первых, была пауза, правильно. Парни из Маузов начинают просто бегать дорогу, парить, и он решил пойти андер. Молик дал, попал, интересно. Да, тяжело дать молик на самом деле, но когда ты такой молик именно вот такой даешь первый респойт, то Теру непонятно, откуда ты его дал, и ты под этот молик тебе и хорошо и бежать сюда, и бежать сюда. Ну и андер, соответственно, то есть этот молик хороший, надо всем бы выучить. Дал бы смог Аема, мог бы запикать еще даже. А, вот такой смог дают, Мауза, старый. Тут у нас Торси выбегает. Мауза, не знаю, Торси решил первым сыграть, пробежал авик. И играет, что это просто, не знаю, смог закон промазали, что-то Мауза какой-то раунд решили сыграть, непонятно. Выбегает в стенку. Ковры убил с пули. Тут он эти ковры прям не чувствует. Просто с пули их убивает. Я не знаю, как там надо выйти, чтобы он с пули не убил. Подраться в миду против сплита. Хороший форс. 2 гана отобрали. Сейчас можно попробовать ретейкнуть. 3 зига, конечно. Вышел на авик в доме. Джимхат посередине. Торси промазал. Леня убил в соло кухню. И сейчас 3 в 1. Не, судя по этой демке, спириты выиграют какой-то мажор, потому что я на Донг смотрю, он вообще играет без стресса. Фулл включка у него, тоже хорошая вещь. То есть он дает свой первый смог в кон, и ему второй дает зонтик с момент, то есть у зонтикса 2 аута. Либо он дает свой смог в кон Донку там на продление, либо на набор за кон, либо дает пары. И тут хорошо, что у Донка есть хаешка, он ей взорвал, проверил кон, первый тайминг не зашли, в целом он мог и войти в кон, но тут люди под флешку правой просто выбежали. Смог джангл, ну и сплит, да, какой-то. Тут он решил охуеть, потому что думал, что успеет прибежать, потому что тут ванвея нет, решил, наверное, сюда как-то выйти, убить одного, потому что ари-тейк у них, не хотел давать им пул-точку, а закидка, тут ари-тейк идет, КТ давит. Очень важные фраги. Очень важные фраги. Леня он fire, Леня не остановить. Флешка не ослепила, но он все нивелировал флешку тем, что в ебало попал. Это 3-я карта, это очень важные раунды.
Вся команда Спирита включилась. Вся команда Спирит включились. Опять под флешку чекать, да, то есть он перестал это делать просто без ничего. И он, либо если проверяет андер, то после того, как люди на А пройдут, чтобы убить люркера. Но если это дефолт, то он не берет этот риск, встает по базе. Все, съехали с мидла, вышли мидл. Вот чуть-чуть не повезло ему. Вот это первый раз, когда Донг выстрелил 20 пуль, чтобы убить одного игрока. Первый раз. Как-то да, не засчитало ему. Это первый раз он зафейлил прям в стрельбе чуть-чуть. Но и то там модельки убегают тяжелые. Это никак не заиграляло на исход в раунде. Молик забил, 2 хай-андер, потому что андер, наверное, люди топали как-то. Блин, вот эту микру тоже все своруйте, это самая лучшая микра, которая сейчас есть. То есть, да, если бы чел попал пульку ему в окне, было бы не очень. Но эта микра, запрыгнуть в окно и с окна прыгнуть, в дефолт, вот это лучшая микра, которая есть, мне кажется, из возможных сейчас в CS2. Раньше можно было бы хопом выпрыгивать, сейчас это на постоянке тяжело делать, поэтому вот это возьмите на заметку. И все, и тут он тоже пропрыгивает от Зии, чтобы не упасть от Эдварда. И теперь смотрите, моделька. Вот тут он спалил Б, но Б выхода нет. То есть он спалил, отошел назад, чтобы не получить лицо. Пошли гранаты, он кидает молик, в целом все четко делают. Полетел еще хае, флешка пошла, он ее задоджил, пытается убить прыгающего, но Донг прыгнул не сюда, а в дефолт. Тем самым закрылся. После этого Мэгикс тоже успел выйти, потушили. Спириты как раз таки не кидают 2 смока, кидают 1 смок в зиг, а вторым тушат, если здесь молик, и успевают давить типа без армора. То есть если тем самым не давая одному игроку принимать без пак, никого не видит, и тут уже всех убили, и Шира пошел на мидл. Донг все смотрит. Сьюхи. Вот так вот Сьюхи умирает. А что, вот так тоже можно было? Смотрите, запрыгнул на вот эту тему. Первый раз вижу, сколько я не играю в контру, за 10 лет Миража никогда не видел, чтобы вот так запрыгивали. Вот так это выглядит. Ползает, 20 секунд что-то вычисляет, пытается попасть в хедшот. Слышит, что моделька выбегает мейн. Она выпрыгивает. Он, ну даже шанса не дал, если честно. Одна пуля в колене и все. Вторая пуля уже не довестись. Айк попал в ногу. Так, красным что будет делать? Идет коврын, тут розыгрыш фишечный. Смотрите. Тут идет фишечный розыгрыш. Ну, уже не по сценарию все пошло. Пытались сделать какую-то агрессию в миду, какой-то агрессивный мув. Ему дали в ногу в красном, он решил отменить. Пошел сразу ковры. Тут 3Б пробивают, и под это 2 на будут ползти. Слышит Бролана, но и получается, ему получает в хедшот Бролан. Джимми убивает. Бролан почему-то вот здесь вот. А, ну Зонтикс, да, Зонтикс это холдящий, в этом прикол. Зонтикс падает по нику на Б. За счет этого Бролан думает, что нет игрока, но тут Донг. Он топает, видите, контролит ковры, но тут с пули Донг. Это был ключевой раунд, если что. Было бы не так просто бы закрыть Спирита Маузов на третьей карте, если бы не вот этот раунд от Донга. То есть 5-4, он красный. С пули на контроле, падает вниз. Чуть-чуть не наказывает. Шира запрыгнул. Молик джангл обновил, чтобы стяжки не было. 1 максимум головы. Стоит на тетрисе. Люди не прям понимают, что он красный, поэтому боятся. Контролит КТ. Там запушилась яма. Вышла Б. Что-то происходит сумасшедшее. И он, люди так убивает, по камере бежит на Т-спаун. Дается инфа, что это стяжка на Б. Еще как раз таки Мэгикс убивает Б игрока. И он понимает, что чувак по-любому стянется и идет без фона. Идет без фона. Все, пробивает КТ. Ставится бомба. И в тайминг пикает кон. Все. Раунд выигран. 2 на стрейфах. Опять красный. Что произошло? Опять бежит. Бежит по Парычу. И его штрафуют опять в торсе. В торсе чуть-чуть, да, не хватило. Дает сам себе флешку, миссает. И почему-то выходит на топ-мидл, когда на топ-миде всегда смог у спиритов. Ну да. Чуть-чуть не убивает. И все, и красный что делает он? Забирает авик. Зонтик падает сверху. Они идут на стак. И он красным ревилит, типа. Воу, что же, ребят, вот такой насыщенный выпуск. Последний актуальный мув Донка на Мираже. Он все такой же горячий игрок, все так же сносит с пули, инсейны бесконечные. Поменялось, я скажу, я уже 1000 раз сказал в ролике, то, что стал более дисциплинированным, стал более таким уравновешенным, риски берет уже обдуманно. Приятно глазу наблюдать за таким скиллом, особенно людям, которые разбираются, насколько тяжело все это делать, насколько тяжело нажимать, попадать, играть под стресс. Это дано не всем. Вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Канал возобновляет свою работу в прежнем темпе. С вами был Джейм. Пока.